Друзья, добрый день! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусное блюдо – фрикадельки с картошкой. Для начала делаю фарш. В этот раз я взяла 70% говядины и 30% свинины. Свинину вы можете заменить на индейку или курицу. Фарш обязательно минимум на час убираю в холодильник. Затем добавляю к нему мелко резанный лук, соль, черный перец. Также обязательно ложку паприки и хмели сунели. И все хорошо вымешиваю. Вымешиваю не меньше 15 минут. Если за это время фарш у вас нагрелся, то уберите еще минут на 15-20 в холодильник. Леплю небольшие фрикадельки размером с грецкий орех. Фрикадельки обваливаю в муке, совсем слегка. В принципе, даже без муки они не разварятся, но эта мука немного загустит соус. Картошку нарезаю на кусочки по размеру фрикаделек. Обжариваю фрикадельки на растительном масле. Как только они обжарятся с одной стороны, переворачиваю и обжариваю с другой. После того, как они обжарятся с двух сторон, можно уже переворачивать фрикадельки лопаткой. Еще немного их обжариваю, до румяности, но не до готовности. Затем все фрикадельки перекладываю в одну сторону. Они занимают примерно половину большой сковородки. Выкладываю томатную пасту и быстро ее обжариваю. Когда томатная паста изменит свой цвет, выкладываю картофель. Разравниваю его и заливаю теплой водой. Вода должна покрывать полностью и картофель, и фрикадельки. Такие фрикадельки готовит моя тетя. И этот рецепт я помню еще с детства. Это очень хороший и простой способ накормить всю семью. Добавляю соль, свежемолотый черный перец, немного сушеного базилика и сушеный чабер. Только не перепутайте с чабрецом. Чабрец даст совсем другой вкус. Все сухие травы я всегда растираю в руках, чтобы они лучше раскрыли свой аромат. Аккуратно все разравниваю, не перемешивая картофель с фрикадельками. И когда закипит, снижаю огонь и накрываю крышкой. Готовлю до готовности фрикаделек и картошки. За это время нарежу зелень, кинзу, базилик и петрушку. Такую еду на Кавказе называют соус. Это когда уже не первое, но еще не второе. Добавляю зелень, еще раз перемешиваю, но стараюсь опять же отдельно фрикадельки и отдельно картошку. И подаю. При подаче посыпаю еще немного свежей зеленью. Это очень вкусное блюдо. Буду рада, если оно вам понравится. Спасибо за просмотр и хорошего дня!